Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Наш эфир продолжает радиоблог с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день. Всем привет. Итак, меня зовут Игорь Цесарский, и мы в сегодняшнем выпуске поговорим о средствах массовой информации, о правде и лжи, о блогах и блогерах. А вы, в свою очередь, не забывайте, если вам это понравится, ставить лайки. Но если нет, так ставьте дизлайк. Бога ради. В свободном мире живем пока еще. Ну и, соответственно, делайте перепосты, если вам уж совсем это понравилось. Ну, а также не забывайте, что есть ТВ-клуб «Континент», есть радиостанция «Народная волна», которые всегда нуждаются в вашей поддержке, как моральной, так и иногда и материальной тоже. Ну, а сегодня встреча с новым для нас лицом, ну, для многих, я надеюсь, это лицо уже не новое, особенно для тех, кто, в общем-то, следит за передачами наших коллег и за Фейсбуком, где сегодняшний собеседник, представлю его, это блогер, это предприниматель из Питтсбурга, штат Пенсильвания, Дионис Спектр. Здравствуйте, рад всех видеть. Да, а мы в свою очередь. Вот сегодня так получилось, что наше заочное знакомство приобретает очный характер, и есть возможность поговорить о делах насущных, ну и, естественно, коснуться тех вопросов, которые мы затрагивали, честно скажу, и я сразу могу предупредить, что к блогерам у меня сложное отношение. Оно и есть в нем много позитива, но и негатива тоже. Но я сильно различаю тех людей, которые со страниц фейсбуковских или каких угодно доносят мысли, не просто созвучные, а интересные, и которым есть что сказать. А есть очень много людей, которым говорить нечего, но очень хочется. А такая возможность сейчас предоставляется вполне себе, ну, учитывая, что интернет большой, Facebook тоже не маленький, и можно спокойно реализовывать любые фантазии. Как вы считаете? Да, я считаю, что, в общем-то, блогер это, в общем-то, я даже не знаю, как это сказать, это специальность, или это призвание, или это просто желание человека, в общем-то, высказать свое отношение к миру. Вот. Но я бы хотел больше сконцентрироваться о том, значит, насколько справедливы те блогеры, которые не пытаются осветить те или иные события. Здесь я не могу, значит, не упомянуть о том, что если мы говорим вообще о СМИ, особенно в таких странах, как Россия, Украина, то, значит, я, к моему великому сожалению, должен констатировать, что, значит, есть у нас такой очень известный финансист по фамилии Джордж Сорос, который родился в 2030 году. Вот. И вот так получилось, что этот человек приехал из Венгрии в Америку, стал финансистом, и вот он, по-моему, на сегодняшний день это главный человек, который финансирует все вот левориберальные СМИ. Значит, если мы говорим, например, об Украине, значит, знаете, Украина страна, где я родился, и мы все прекрасно знаем, что там происходит. И понимаете, освещение событий в Украине это очень сложная тема, это деликатная тема. Это такой вопрос, к которому нужно иметь особый подход. И мне кажется, что вот при всем моем уважении к стране, которую я защищаю, у меня возникают очень большие вопросы о том, как большинство украинских блогеров освещают события. Я понимаю, что каждая СМИ имеет своего хозяина, свое финансирование. Вот. Я не могу не сказать о том, что о вкладе Сороса вообще в информационную войну. Значит, стоит отметить, что в 2013 году, мы говорим про Украину, в 2013 году объем средств, который был выделен для украинских СМИ, внимание, Соросом,
То есть политику украинских СМИ решает не сами СМИ, а решает финансист из Америки. Так вот, значит, в 2013 году было выделено 50 миллионов гривен, в 2014 103 миллиона, в 2015 200 миллионов. Остальными получателями стали такие, значит, медийные украинские организации, как Крым Реалии, Остров, Громадский ТВ, Украинская Правда и крымско-татарский телеканал ITR. Знаете, вот в чем Ларчиков говорит, я очень часто смотрю украинские передачи, я поражаюсь, как вполне, в общем-то, профессиональные журналисты, когда они начинают комментировать события, значит, Украина, где Трамп, где Украина, они почему-то повторяют наши CNN. Вот если вы включите любой канал, значит, украинских медиа, даже сейчас, когда идет война, все равно пытаются в эту тему войны встроить вот эту вот ненависть к Трампу. Казалось бы, где Трамп, где Украина. Вот. А теперь, в общем-то, если вы поймете о том, что какое значение имеют структуры Сороса в финансировании Украины, вы прекрасно поймете, вы увидите ответ на свой вопрос, что все эти, значит, основные украинские медиа, они просто зависят от тех денег, которые получает Сорос, и поэтому мы уже не удивляемся, когда мы смотрим, например, передачу Евгения Киселева, он очень профессиональный журналист, у него это журналист, который работал долгие годы в НТВ, в общем-то, считается достаточно прогрессивным. Все, ничего, как только касается темы Трампа, все. CNN на украинском, CNN на русском. Смотришь и вот диву даешься. Я вот недавно смотрел передачу с ним, и он приглашает к себе исключительно левориберальных товарищей. Например, у него первый гость Карина Орлова. Карина Орлова вообще не американская гражданка, она просто живет в Вашингтоне. Вот задается вопрос, а с какой стати, почему вот с такой ненавистью она говорит об событиях американских. Причем при этом она совершенно красиво, лаконично говорит о Байдене. Она абсолютно не видит ничего. Вот у нее есть, понимаете, вот линия, вот есть методичка, нужно говорить в этом ключе. Вот. Он приглашает себе на передачу Альбаз. Ну, понятно. То есть, в основном, вся вот эта вот такая тяжелая советская, российская левориберальная артиллерия, эти пушки, вот, они в основном все приходят на передачу к Евгению Киселеву. Я не считаю, что Евгений Киселев должен быть протрамповский. Нет, он должен быть неангажированным. Он должен преподносить ситуацию. Он не должен ее направлять в том русле, чтобы настроить украинцев против Трампа. Именно в таком ключе все происходит. И знаете, Игорь, вот часто смотришь украинские передачи, и вот задаешься вопросом, почему вот, зачем вам Трамп, у вас столько проблем, что вам этот Трамп дался? Практически во всех передачах, я не так давно, кстати, был в Украине, включая телевизор, вдруг идет передача, Иван Яковина, есть такой блогер, достаточно известный человек, тоже, по-моему, бывший цеха Москвы, передача о Трампе, ненависть, насмешки. Вот я еще подумал, что какое это вообще, для чего вам Трамп? Ребята, у вас столько проблем, в Украине пенсия $80, неужели это проблема с Трампом? Да. Вот сейчас, кстати, Иван Яковина, я послушал, он уже не говорит о Трампе, он говорит там, в общем-то, ну, реально о тех событиях, которые происходят сегодня. То есть я к тому, что если, значит, я долго еще думал, почему вот украинцы, наверное, не я один заметил, вы все заметили, почему Украина, страна, которую я защищаю, в которой я родился, я финансово стараюсь помогать, но почему они настолько вот, почему они такие все вот как-то вот однобоко, однообразное в отношении освещения событий в Америке. А вот, если вы почитаете, если вы поймете, я думаю, что главная причина одна. Значит, структуры Сороса, они распустили свои клещи и подмяли под себя, к сожалению, очень многие украинские СМИ. И поэтому мы, когда читаем и смотрим, значит, украинские блогеры, 90% они освещают события в Украине. И нет да нет, они обязательно приводят сюда Трампа, они приводят сюда трампистов, они начинают говорить о 6 января. Ребята, зачем 6 января? В Украине сейчас нету 6 января. Зачем вам освещать 6 января? Освещайте события, которые у вас. Вот это вот, понимаете, освещение войны в Украине происходит через призму тех событий, которые у нас происходят. Мне это, конечно, не очень нравится. То есть они не должны... У меня один вопрос, одна претензия. Они не должны любить Трампа. Они должны сообщать о тех событиях, которые там происходят. Вот. Ну, Дионис, это я согласен совершенно, что вот вы подметили, тут возражений никаких нет, но так случилось, что с моими коллегами Игорем Туфельдом и буквально вот позавчера с Юрой Табахом мы обсуждали
абсолютно те же вещи, а именно влияние Сороса и как раз о тех журналистах, которые присутствуют вот в пространстве медийном Украины и вот таким образом себя показывают. Нам отсюда это вполне видно, и мы понимаем, что вот эта однобокость и ее причины мы тоже, откуда, как говорится, ноги растут, вот вы об этом говорите, и мы то же самое помечали. Хотелось бы вот о чем еще. У нас тут, в Америке, тоже есть целый ряд людей, так сказать, властителей чьих-то дум, которые тоже выступают на тех или иных площадках. Мы уже тоже эти площадки обсуждали и пришли к выводу, что практически они все были в той или иной степени леволиберального образца, как и наши мейнстримные. Можете ли вы дать какую-то свою оценку вот изнутри? Вот вы один из тех людей, но вы находитесь на нашей консервативной, скажем, стороне. Ну вот, а как вы вообще оцениваете ситуацию здесь? Кто для вас является, может быть, примером, а может быть, хорошим, а может, плохим? Ну, значит, на русскоязычном небосклоне я бы выделил бы людей, вот, с мнением которых я, в общем-то, всегда согласен. Я всегда с удовольствием их слушаю. Например, это, конечно, Лен Вайнштейн. Но я не могу Лена Вайнштейна назвать даже блогером. Лен Вайнштейн – это очень серьезный политолог, аналитик. Вот. Если мы говорим о блогерах, которые больше освещают украинскую тематику, это, конечно же, Юра Табах. Я стараюсь не пропускать ни одной передачи с ним вместе с Игорем Николаевичем Илларионовым. С Андреем. С Андреем Николаевичем. Извиняюсь, с Андреем Николаевичем. Да, и, знаете, я когда смотрю вот этих ребят, вот мне вот такое ощущение, что вот эти люди говорят правду. Не потому, что мы единомышленники, потому что, особенно, значит, Андрей Николаевич, вот я слушаю его, это человек-аргумент, это человек-факт, это человек, который, если что-то он говорит, у него обязательно за его фразой что-то стоит. Вот. Я смотрю, мне очень интересно тут наблюдать за Юрой. Юра, в общем-то, один из немногих, кто блогеров украинских. Ну, Юра не блогер, Юра военный, но, в общем-то, он занимается блогерской деятельностью, мне кажется, занимается очень удачно. Юра не набирает больших лайков, Юра не набирает большой аудитории. Почему? Потому что Юра говорит правду. Потому что Юра говорит те вещи, которые неудобно и, слышать тем людям в Украине, которые все настроены, в общем-то, которые ненавидят Трампа. А Юра говорит совершенно разумные вещи Юра говорит о том, что 19 января именно республиканцы внесли закон о ленд-лизе. Юра говорит о том, что именно Трамп был тот человек, который первый, дал Украине джавелины. То есть Юра как человек военный, у него и факты, понимаете, у него железобетонные факты. Но людям больше очень нравится слушать, например, отставной козы КГБистский этот барабанщик Юрий Швец, который его что-то собирает. Вот кто такой вообще? А кто такой Юрий Швец? Это человек, который когда-то был в структурах КГБ, потом каким-то образом он приехал сюда и, в общем-то, стал здесь таким вот очень известным человеком, который собирает миллионные лайки, который, в общем-то, который совершенно дико стоит на стороне, Байдена. Вот. И вопрос такой вообще, этот человек вообще он американец, вообще как он имеет право вообще давать характеристику. Вот мне интересно, мы с вами живем в Америке, мы платим с вами тут налоги, мы наверное, уже граждане этой Америки. И меня всегда поражает, когда вот такие люди, как, например, Юрий Швец или Карина Орлова, которая приехала сюда, скорее всего, по грантам Сороса. Вот эти люди все сидят в Вашингтоне, вот, они прекрасно себя чувствуют, они себя позиционируют как американцы и говорят от всего нашего имени. Вот это вот мне сложно понять. Я понимаю, почему говорит это Юра Табах. Юра здесь родился, Юра воевал за эту землю. Не, он не здесь родился, но он родился в России, но он очень долго тут жил. Он здесь заканчивал. Да. Он воевал за эту страну. Вот это я понимаю. Но когда, понимаете, основной КГБист начинает нам говорить о наших делах, теперь, Денис, вот теперь сразу же вопрос, почему спрашивается аудитория? Вот вы сказали, что аудитория там у того же Юры Табаха недостаточно, если сравнивать эту аудиторию с аудиторией того же Швеца, да? Но это говорит о чем? О том, что, значит,
то, что артикулирует швец, популярнее и интереснее и ценнее, или о чем-то ином, или о каких-то странных вещах, потому что мы с тем же Андреем Илларионовым обсуждали, как вообще возникают, вот из ниоткуда берутся люди, и потом неожиданно миллион подписчиков возникает и так далее. У вас есть ответ на этот вопрос? Ну, возможно, у человека существуют какие-то кураторы, во-первых. Во-вторых, Юра Табах, он говорит правду, которая не всем нравится. Юра говорит хорошие вещи, плохие. Юра аргументирует. Если мы говорим о Юрии Швеце, Юрий Швец, как сказал один персонаж, складно звонит. Вот вы послушаете Швеца, вот он говорит то, что люди хотят услышать. Вот абсолютно то. Он говорит, особенно про украинских событиях, он говорит очень гладко. Он говорит абсолютно, вот это еще такой есть стиль, художественный свист. Вот понимаете, художественный свист, он всегда намного приятнее воспринимается, чем чистая правда. Это во-первых. Во-вторых, можно предположить, что, в общем-то, не просто так человек стал блогером, человек стал популярным человеком. Возможно, есть какие-то кураторы. Вот, например, есть еще у нас один блогер, Саня во Флориде, наверное, его слышали, такой блогер. Когда-то говорил человек совершенно, по-моему, адекватные вещи, вот когда он обсуждал события наши внутриамериканские. Сейчас вот я один раз зашел, даже не один раз, это же вообще невозможно это слышать. Я к тому, что каждый блогер имеет право высказать свою точку мнения. Но вы понимаете, всегда можно отличить точка мнения от методички, от написанного что-то, вот есть такая линия. Вот есть линия, я буду вот ненавидеть, знаете, вот такая линия поведения блогера. В методичке написано, все, что я буду говорить, я буду защищать путинский режим, я буду защищать Путина. И вот в этой линии он идет. Он совершенно не видит никаких других фактов. И у меня возникает вопрос, вообще кто-то такой человек? Возможно, это человек, любой человек адекватный сразу может предположить, что, возможно, этот человек работает на контору. Причем я не оригинален. Вот так, как думаю я, так думают очень многие. Но это мое предположение. Я очень за, чтобы каждый человек высказывал свою точку зрения. Но я категорически против, когда блогер идет по методичке, обслуживая интересы какого-то одного человека. Да, вот, Денис, у вас явно похоже на то, вот я тоже периодически читаю ваши посты в Фейсбуке, и мы кое-что печатаем у себя в «Континенте», то есть я надеюсь, что мимо этих публикаций тоже народ не проходит, те, кто читает нас внимательно. Ну вот, что-то за вами я каких-то кураторов никак не могу узреть. А вот те люди, о которых вы говорите, там это вполне допустимо, хотя мы не располагаем фактами, мы только можем сказать, что нам так кажется. Ну, тем не менее. А вот ваш опыт личный, вот сколько-то лет вы взяли и начали это делать, то есть высказываться, да, не так в кругу семьи, исключительно среди друзей, а высказываться публично, и постепенно вы увидели, есть аудитория. Вот как у вас складываются отношения с этой аудиторией? Вы какие-то задачи ставите себе, вот что происходит вот в этой, с этой обратной связью, вот в частности вот в соцсетях? Ну, я бы свой имидж определил так, я неравнодушный паровыпускатель, это во-первых. Во-вторых, я все-таки стараюсь общаться с людьми, со своими единомышленниками, которые, в общем-то, меня слышат, с которыми мы разделяем одни и те же ценности. Это люди, которым я могу сказать, значит, совершенно все, что я думаю, и меня за это никто не осудит. Бывает, конечно, и такие, значит, случаи, когда, значит, я выставляю какой-то пост на Фейсбуке, и, в общем-то, люди, особенно левориберальные, им это очень не нравится, в общем, я даже не буду говорить, переходить на личности. Мы все с этим сталкивались, когда к нам вдруг приходит, значит, левориберальный фронт и сразу с первых секунд переходят на оскорбления. Вот. Я считаю, что нам, вот с моей точки зрения, нужно общаться и находиться среди своих единомышленников. Я не верю в то, что вот это истина будет тогда, когда вы будете общаться с человеком с другой стороны. Ничем это хорошим не закончится. Вас оскорбят, обвинят, приклеят вам наклейки. Все, значит, в таких случаях, с моей точки зрения, нужно просто играть на опережение, этого человека надо банить, с ним говорить нечем, не нужно давать им сыр в рот. Вот. А те люди, с которыми я общаюсь, в основном, если я буду говорить по моей ветке, значит, у меня, наверное, на процентов на 95 это люди, мои единомышленники, с которыми мы разделяем консервативные ценности, с которыми у нас нет разногласий. Вот я считаю, что с такими людьми, не только я, мне кажется, с такими людьми надо общаться. Вот.
Потому что если вы начинаете доказывать, к сожалению, жизнь подсказывает, что вы ничего не сможете доказать человеку с другим противоположным мнением. Это, во-первых, это нервы, и, в общем-то, и потом начинаются такие подлые вещи, и переходы на личность, и потом начинают копать ваши данные, идут в Google, начинают звонить. Ну, это совершенно это ужас. Вот, и поэтому я считаю, что вот моя среда обитания, это в основном вот среда моих единомышленников. Вот. Да, я согласен, с леволиберальной публикой мы сталкивались на каких-то телепередачах и так далее, но, в общем-то, ничем хорошим это не заканчивается, потому что донести какие-то свои взгляды и какие-то факты до той стороны невозможно, там ты факт, тебе эмоция, ты факт, тебе эмоция, больше ничего. Но вопрос такой, а как привлечь на свою сторону независимых? Ну, я думаю, что только констатация фактов. Вот я все-таки считаю, что люди, которые услышат факты, значит, вот как вы говорите, вот если они вот не упоротые левые, они могут призадуматься. Они, например, могут призадуматься о том, они могут на какое-то время забыть фамилию наших президентов. Забыть фамилию президента, который сейчас, и который вы потом. Сказать, ребята, вот вы вспомните, как было 2 года назад, и как сейчас. Сколько вы платили за бензин, как были эти цены. Вот если при желании вы захотели купить новую машину, вы же шли и покупали. И как сейчас купить новую машину. Как в Советском Союзе машин нету, тебя вставляет в эту очередь. То есть, наверное, нужно все-таки аргументировать только фактами. Очень тяжело аргументировать с нашими леволиберальными товарищами фактами, потому что они сразу переходят на такой пятиэтажный мат, вот, и оскорбляют тебя. Но, как вы говорите, Игорь, если те люди, которые, в общем-то, ну, может быть, их назвать центристами, может быть, их сказать, может, эти люди, они не упоротые. Ведь очень много есть людей, которые, в общем-то, ну, во-первых, люди не все люди могут думать одинаково. Совершенно нормально, когда человек думает по-другому. Намного ненормально, когда человек тебя начинает оскорблять за то, что ты думаешь так, как не думает он. Но есть, в принципе, люди, с которыми их немного. Совсем, но я их встречал, таких людей, которые, в общем-то, голосовали за Байдена, но как-то с ними, они как-то пытались это обосновать. Они говорили, что мы голосовали не за Байдена, мы голосовали за демократические ценности. Вот у нас был диалог, они не буйны. Вот, наверное, вот такие люди, вот таких людей можно не методом убеждения, а методом предоставления аргументации фактов, хотя факты и аргументы вокруг нас. Пойдите на любую заправку. Вот. Пойдите на любую заправку, и то, что сейчас пытаются оправдать. Это вы же видите, старательно вот такого рода вопросы обходят стороной. Почему? Потому что это невыгодно. Обсуждать цены на заправку. Причем вы же сталкиваетесь с тем, что даже и это меняется в вину Трампу и кому угодно еще, там далее по списку идет. Правильно? Да. То есть найдут обязательно какие-то связи с тем, что вот это его вина была. Если взять с той же Украины, уже упомянутой не раз и не два, и мы все время тоже держим, естественно, эту войну под пристальным своим вниманием. Но смотрите, даже здесь говорят, а вы представляете, какой бы был ужас, если бы был Трамп президент, и вот это бы все началось. Но почему-то никто не говорит, что пока 4 года Трамп сидел, никакой войны близко не было. И Северный поток, так называемый, тоже не работал. То есть аргументы, факты здесь не работают с этими товарищами. Игорь, я в таких случаях всегда стараюсь задать один вопрос. Скажите, ребята, какое количество ракет упало на территорию Украины во времена Трампа? В ответе, что никто ни о чем не отвечает. Да, это очень популярное мнение в левопрогрессивном лагере о том, что если был бы Трамп, сегодня было бы еще хуже. Как может быть еще хуже? Знаете, как сказал один еврей, в жизни никогда не бывает так плохо, что потом не стало еще хуже. Что, как могло быть еще хуже, чем уже сейчас? Ну да, но это все, понимаете, это все вписывается в парадигму ненависти к конкретному человеку. Люди, у которых на завтрак, обед и ужин ненависть к Трампу, они по-другому думать не будут. У них плохое настроение. У них по каким-то... Они разошлись с женой, пошел дождь, они споткнулись, у них во всем будет виноват один человек. Ну, вот так вот. Поэтому эти люди меня совершенно не удивляют. Меня удивляют другие люди. Есть, в принципе, относительно, ну, может быть, не левых взглядов, люди, которые... Я их называю вообще левые республиканцы, которые пытаются быть
разумными, которые пытаются быть аргументированными, но при всем при этом вы уже об этом упомянули, они совершенно не говорят о том, что им невыгодно говорить. Они никогда не будут говорить о том, какие были погромы летние 2000 года. Они будут говорить, осуждать это 6 января. Если бы не было 6 января, его надо было придумать. Они не говорят то, что им выгодно говорить. Они говорят исключительно, понимаете, они вырывают несколько слов из текста и делают свою версию. Поэтому эти люди тоже на меня могут быть необъективными. Вообще, мне кажется, у нас большой дефицит блогеров, которые не поддерживают тех и тех, а которые говорят аргументы и которые аргументируют жизненными фактами. В этих блогерах, которые так произносят, у нас большой дефицит. В основном... Это чистая правда, потому что легче высказать мнение, которое ни на чем не основывается. А чтобы иметь факты, это большая работа на самом деле. Да. Потому что даже те опросы, которые мы знаем общественное мнение, они порой вызывают свои уже вопросы, как это все делается. И тут уже тоже не всегда веришь тому. Но зато я верю свято, что у нас половина часа и пора запускать рекламу, а потом мы вернемся и ответим на вопросы, если они будут. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Продолжаем нашу программу. Напомню, в этом сегменте вы можете позвонить к нам в студию по телефону 847-400-5200, задать вопрос. Кстати, звонки уже есть, Игорь, если вы не возражаете. Да, пожалуйста. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, я хотела подтвердить, я знаю то, что говорил ваш гость из Пенсильвании. Например, Яковину я знаю еще из шустерского телевидения. И тогда еще никакой Сорос им ничего не платил, а он уже выражал тогда против трамповские высказывания. Но это я принимала за то, что они просто слушают CNN, и CNN делают все эти выводы. Но дело в том, что даже те украинцы, которые находятся здесь, в Чикаго-ленд, они тоже, я на украинском радио выступаю, они говорят, она любит Трампа, он такой-сякой. Он сказал, что Путин гениальный. Но они не понимают, что это он, смеялся над тем, что Путин оказался хитрее этого пациента Белого дома. Или что ему вкладывают то, что он на самом деле не говорил, когда он сказал, что если нашли деньги для Украины, помочь Украине, надо найти деньги, чтобы обезопасить наши школы. Им, я не знаю, переводили, здесь тоже ее должны знать и английский, что, видно, как-то это транслировали, что он сказал, что вместо того, чтобы помогать Украине, надо наши школы привести в порядок, чтобы не стреляли и так далее. Понимаете, каким-то образом до них доходит дезинформация, но дело в том, что они не видят, как говорится, за 3 деревьями не видят леса, они не видят, что Трамп делал, они только смотрят, что он говорил, или что им сказали, что он говорил. Они не видели, не понимают, что именно Трамп дал оружие вместо тех простыней дырявых, которые посылал Обама. И что если бы был сейчас Трамп, во-первых, войны бы не было. Если бы этот идиот все-таки ее начал, так Трамп бы дал оружие не так, как это дает, что час по столовой ложке, что гибнут люди в неограниченных количествах, что называется, а дал бы столько, сколько нужно было бы. Но извините, я очень нервничаю. Спасибо большое. Да, спасибо за комментарий. Спасибо. Окей. Тогда мы продолжаем, пока будут еще какие-то звонки. Давайте примем еще звонок. Добрый день. Пожалуйста. Да, добрый день. Добрый день, Игорь. Знаете, я, конечно, полностью согласен с тем, что вы говорили. Я помню, в начале войны я еще швеца слушал. Он давал хорошую информацию про войну, пока не начал действительно просто все переводить в политику и ругать Трампа. Тот же самый Пьянковский, вроде бы, разумный человек тоже, говорит, но стал полностью повторяться, и опять Трамп виноват во всем у него получается. И знаете, вчера я услышал интервью Дмитрия Быкова, и он, пожалуй, высказал это слово,
из-за которого они все к Трампу так относятся. Он назвал его гопник. Вот это вот точка зрения этой либеральной интеллигенции, которая считает, вот Обама был культурным человеком. Культурно Гарвард закончил, он был вот такой личность. А вот Трамп, вот он такой вот как гопник. Лучше и не скажешь про него. Вот у меня такой вопрос. Как вы думаете, если от республиканской партии будет не Трамп, а будет хотя бы Десантис, изменится ли отношение всей этой левой интеллигенции, вонючей, извините, к республиканской партии? Спасибо за вопрос, Дянюсь. Я думаю, что нет, не изменится. Если Десантис выйдет в финал, и Десантис получится так, что Десантис пойдет в президенты, его на второй день обменят, и это будет Трамп номер 2. Его точно так же будут обливать помоями, его точно так же сделают изгоями, и через какое-то время мы увидим о том, что вообще разницы между Трампом и Десантисом по оскорблениям не будет. Вы понимаете, ведь очень же много, очень же часто, когда люди пытаются оскорблять Трампа, который пытается сказать о том, что Трамп, может быть, и слил бы Украину сейчас. Это же все базируется на словах, которые вырваны из текста. Как это вообще происходит? Как происходит, как происходит нужный материал для леволиберального фронта? Они берут текст, вы убираете из него буквально, несколько строчек. И таким вот образом они порождают такой материал, который будет исключительно дискредитировать конкретного человека Трампа. Если так получится, что Трамп по каким-то причинам не пойдет в президент, хотя я все-таки очень рассчитываю, что он пойдет и выиграет, но если так получится, что пойдет Десантис, его будет ожидать судьба Трампа. И я вам скажу больше, даже если будет не Десантис и не Трамп, это будет, в общем-то, человек, который будет разделять ценности Трампа, который будет следовать тому вектору, который задал Трамп, его ждет такая же судьба. Неважно, кто выйдет в финал нашей гонки от, скажем, как его называют сейчас, от партии Трампа. Любой человек будет облит грязями, найдется обязательно женщина, которую он приставал, обязательно найдутся какие-то люди, которые это подтвердят. Ведь эти вот принципы, которыми следует левориберальная партия, они неизменны. Это, к сожалению, сейчас ничего не поменялось. Ну, у нас как-то так получилось, что Игорь почему-то от нас отключился или подключился. Игорь, вы с нами? Так, что-то у нас у Игоря, похоже, проблемка какая. Нет, вот все. Все, я здесь. Все, на месте, слава богу. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас еще есть вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте. Ну, а мы продолжим. Пока продолжим. Хорошо. Давайте примем звонок, потом вернемся. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Я пропустил начало. Я хотел бы узнать имя собеседника Игоря. Можете назвать? Это Денис Спектр. Денис Спектр, блогер-предприниматель. Ну, если вы пользуетесь... Хорошо. Леонид, спасибо вам за оценку такого блогера. Его назвать блогером нельзя, как Юрий Швец. Я живу здесь и задаю всегда вопрос, на кого парень работает? Проучившись, несет чушь самую настоящую, но люди, в отличие от Юрия Капитана, люди любят трэш. И поэтому они его слушают, лайкают, поднимают, а он говорит чушь и работает на левых 100%, и думаю, и ему платят за это. Потому что проучившись, прослужив, перебежав, другого он не имеет, как только языком молоть. Все. Вот такие мои. Спасибо за ваше мнение. Только что наш гость как раз и говорил о том, что эти люди, у них как свои методички есть. И мы в какой-то степени предполагаем, что даже с ведомства господина Блинкина эти методички он регулярно получает, и озвучивает все, что требуется. Вот есть такой в украинской среде очень популярный блогер Олег Пономарь.
Вот. То есть человек, который очень популярен, который, ну там вообще левая клиника. Ну я всегда говорю так, ну человек имеет право быть кем он есть, он имеет право так думать, но значит, я видел у Лены Приговой, я видел, наверное, она выставляла фотографии, значит, фотография Олег Панамань с нашими, значит, видными деятелями конгрессмена, значит, с Адиком, как я называю, Штифтом рядом, значит, с Пелоси. То есть вот то, о чем мы говорили, что... Это называется свой человек Гавани. У нас есть звонок, я прошу прощения, что перебил. Слушаем вас. Здравствуйте, ребята. Только что говорили для выборов 2022 как 24-го, извините, пожалуйста, перепутался. Как вам выглядит эта комбинация? Трамп будет президент, Десантис будет вайс-президент. Я думаю, что Трамп не выпустит этого случая, чтобы победить снова демократам. Он, в принципе, такой же властный, в хорошем смысле этого слова. Он бизнесмен, он не терпит задержки, ничего. И поэтому я думаю, что он не сдается на Десантис. Но, в принципе, можно его выбирать, и это будет хорошо для республиканской партии, по-моему. Спасибо за ваш звонок. Ну, прокомментируйте, Денис. Жаль, что у меня никто не будет спрашивать, если бы вы со мной посоветовали. Я считаю, что с моей точки зрения это идеальный вариант, если бы тикет был Трамп-Десантис, это позволило бы нам, значит, иметь 12 лет. То есть при хорошем стечении обстоятельств, если бы Трамп выиграл, через 4 года выходит Трамп, а потом было 8 лет Десантис, и вот эти 12 лет, возможно, было именно Америка бы встала на правильный курс. Вот я считаю, что, ну, с моей точки зрения, это очень-очень хороший такой сценарий. Вот, и он позволит нам иметь 12 лет, в общем, это немалый срок для того, чтобы сделать кардинальные перемены. То есть 4 года Трампа и 8 лет Десантиса. Это идеалист у нас в студии. Хорошо, у нас есть звонки еще. Слушаем вас. Хоть мечтать приходится. Ну почему нет, конечно. Алло. Да, здравствуйте. Насчет швеца. Вот у нас тоже в Америке живет писатель Юрий Флечтинский, который тоже от Трампа, в кавычках. Вот его соавторы, полковник Литвиненко и Борис Березовский, уже их нет живых, потому что одного убили, а второй якобы повесился. А вот Флечтинский все же жив. И мне кажется, что вот Путин использует вот таких швейцов и Флечтинских, держит их за мягкое место и управляет ими, наверное, в том числе и Каспаром, который вот делает то, что требует от них Путин. Не кажется ли вам, что они все, вот эти Каспаровы и Орлова, и вот эти все, они очень управляемы? Пожалуйста. Ну, я думаю, что это предположение ваше, вот, это в общем-то, это ваше предположение, на которое вы имеете право, но, в общем-то, реальных фактов, подтверждающих, что это вот так есть на самом деле, таких фактов нет. Вот, значит, как работают службы, КГБистские службы, мы прекрасно знаем. Мы можем предполагать, что, значит, человек, как говорится, бывших КГБистов не бывает, и мы легко можем предположить тот факт о том, что швец когда-то, значит, работал на КГБ, вот сейчас вот каким-то образом оказался где-то под крылом, значит, нашей демократической партии. Но я опять хочу предположить, сказать это только предположение, вот, которое мы можем озвучивать, но реальных фактов, подтверждающих того, что, значит, тоже Флечтинский, я к нему не очень хорошо отношусь, хотя он считается великим историком, или Каспаров, вот, реальных фактов о том, что эти люди, в общем-то, работают. Дионис, я бы даже не про факты, это, конечно, даже не конспирология, это явная неправда, несмотря на то, что это наши оппоненты в другом понимание, то есть внутренней политики, но все-таки это противники путинского режима. Тот же Юрий Флечтинский бывал на Народной волне, я его приглашал, но это было в дотрамповский период, и там никаких у нас особо не возникало разногласий, но как только появился Трамп, и тут вот
тот господин, с которого вы начали сегодняшний разговор, вот тут все как-то совсем по-другому зазвучало. На самом деле они противники этого режима, несомненно, но часто выступают как полезные идиоты, но тут это уже о другом. Хорошо. Здесь действительно мы сходимся, но когда мы говорим про своих оппонентов, надо учесть то, что они в свою очередь говорят о нас. А о нас они говорят, что мы конченые люди. Почему? Потому что мы сделали себе идола. Почему они так считают, я не знаю, но тем не менее, что для нас Трамп свет в окошке, а отсюда наши проблемы, и мы уже не оцениваем реальность, как надо бы ее оценивать. Что вы на это скажете? Ну, я считаю, что Трамп задал, прежде всего для меня Трамп это человек, который задал совершенно правильный вектор экономики, и вот это одна из главных причин, по которым я пошел. Я хочу буквально 2 слова сказать о Каспарове. Значит, мы немножко говорили с вами о структурах Сороса. Здесь нужно добавить о том, что в свое время Сорос был изгнан из России, и он начал помогать левориберальному фронту немножко по-другому. Речь идет о том, что вот такие, например, медиа, как «Медуза», «Медиазона», «Бумага», вот, они тоже, кстати, были, это тоже те структуры, которые спонсировал Сорос, и это именно те медиа, с которыми, в общем-то, постоянно имею дело Фельштинский и Каспаров. Опять-таки, я совершенно не против того, чтобы наши оппоненты имели другое мнение. Это нормально. Было бы очень настораживающе плохо, если мы все думали совершенно одинаково. У меня только одна претензия. Я категорически против того, чтобы освещение событий шло по методичке. Вот это я попытаюсь коротко сформировать это. Мы можем не соглашаться, мы можем что-то говорить, но это абсолютно нормально. Блогеры, они не могут все блогеры думать одинаково. В этом плане я с вами совершенно согласен. И действительно, вернусь еще раз, скажу, что нет таких подтверждений, что, значит, Фельштинский или Каспаров работают на контору. В общем-то, знаете, мы можем к ним плохо относиться, но мы все-таки будем отталкиваться не от нашего отношения к ним, а от конкретных фактов, от конкретных аргументов, которых нет. Да. Да, ну у нас есть звонки зато. Вот это есть. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Это еще один раз Иван вам звонит. Я только слышал Леонид для его прогноза для 12-летнего правления республиканцев. В принципе, это не пахнет тандем Путина, Медведева, как в России получилось. Правда говоря, я это желаю, потому что это 12 лет меньше 2 раза, чем Путин и Медведев сделали. И кроме этого, это гарантировано от Конституции Америки. Но в принципе Путин поменял Конституцию, чтобы можно держать президентство почти 24 года. Как вы думаете, это, как американцы говорят, это not little bit too much для республиканской партии следующие 12 лет? Ну, во-первых, я считаю, или нет? Я считаю, что, во-первых, всегда нужно проветривать кабинеты властные. Вот. Если мы говорим конкретно о тикете Трамп-Дезантис, значит, я только просто предположил такую идею, что у нас настолько все в стране запущено, что, в общем-то, было совершенно неплохо, если бы этот тикет выглядел так вот, значит, Трамп-Дезантис. Ну, это идиллия, это мое предположение, вот, это, возможно, моя фантазия, на которую я имею право. И я категорически против династии, я категорически против однопартийной системы. Это не дай бог, если когда-нибудь, она, к сожалению, к этому идет, когда, значит, в Америке будет вот гегемония одной партии, вот тогда уже это будет ужас. То, что происходит сегодня, вот, когда, значит, я считаю, что это была очень хорошая американская традиция, когда, значит, как я уже сказал, значит, проветривались кабинеты, когда, значит, не было клановости, когда на смену одному президенту приходил другой президент. Намного хуже будет, когда, значит, будет так, как вы сказали о том, как это, например, в России, о том, что, значит, президентство будет идти долго, оно будет сменяться, значит, другой фамилией, но вот курс по методичке будет как бы один и тот же. Поэтому я все-таки очень надеюсь, что в Америке этого не произойдет, в Америке сохранится многопартийная система, и что, значит, нам не грозит вот этот путинский вариант, в Америке не грозит. В всяком случае, очень хочется в это верить. Ну, похоже, демократы считают иначе. Они не для того действовали в 2020 году таким образом,
каким нельзя, оказывается, сейчас говорить, потому что это предположение уже едва ли не возведено к уголовной ответственности у нас в стране, увы, что про выборы надо говорить, что они были честнейшие, безукоризненные и все остальное, но тем не менее не для того они брали эту власть, чтобы ее так легко отдать. И вот мы часто это обсуждаем, ваше мнение хотел бы услышать. Мы говорим о том, что вот наступает для начала 22 год, ноябрь. Это еще до 24-го время есть. А вот 22 ноября, мы знаем, будут промежуточные выборы. И, значит, эти выборы Конгресса, значит, вся Нижняя палата обновится, и часть сенаторов идут на выборы. Как вы думаете, учтут ли республиканцы вот тот урок, который преподнесли им в 2020 году? Я имею в виду, смогут ли они реально что-то сделать на тех участках, где будут вестись подсчеты? Потому что вот идет сейчас разговор о красной волне, там, ну и так далее, вы слышите это, что там цунами будет, что мы просто заберем обе палаты и будет там счастье нам. Ну вот вы в это верите? Ну, во-первых, я категорически против шапкозакидательства. Нет, мы еще пока ничего не выиграли, у нас намерение победе, что хорошо, но я считаю, что первое, что нужно сделать, навести порядок на участках, для того, чтобы это были прозрачные выборы, чтобы потом не было вопросов. Но при всем при этом я, Игорь, хочу высказать свое предположение, что значит, мошенничество будет, но не в таком большом размере, как это было, скажем, вот в 2020 году. К сожалению, этого не удастся избежать. Но тем не менее, я все-таки очень надеюсь, что многие республиканцы, как вы сказали, сделали работу над ошибками, и сейчас, в общем-то, не могу сказать, что исправят все, но очень многие вещи будут исправлены. И я все-таки надеюсь на то, что вот эти выборы, которые у нас будут 8 ноября состояться, они, в общем-то, будут легитимными. Вот. Знаете, как знаете, как думаю, мысль материальная, думай хорошо и будет хорошо. Хотя я прекрасно понимаю, когда ты имеешь дело с политическими мошенниками, с политическими наперсточниками, так и люди меня послушают, скажут, что он наивный человек. Но тем не менее, я все-таки хочу сам себя настроить людей на то, что, в общем-то, это будут выборы, на которых, я надеюсь, значит, республиканцы победят. Но я категорически против. Мне очень не нравится, когда к этому относятся как уже к факту свершившемуся. Мы еще не победили, но у нас непочатый край работы. И надежда умирать последней, мы тоже, конечно, будем надеяться, несомненно. А сейчас у нас еще звонки, да? Да. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Ну, я вот согласен с Леонидом по поводу того, что фактов нет, кто от кого зарабатывает. Ну, Каспаров непонятно, он чемпион мира, заработал деньги. Историк, это тоже понятно, профессор. Так, Юрий Капитан абсолютно понятно. Но Юрий Швец, мне непонятно, потому что... мне понятно Сергей, Игорь, как они работают и зарабатывают на жизнь. Мне непонятно такие, как Швец, и вот этот пень старый, который сейчас работает на Демократическую партию, приехал оттуда недавно, выскочила фамилия. Я хочу спросить... Пенковский. Я хочу спросить его, на что ты живешь, козел? Понимаешь, приехал сюда. Не надо, только простите, давайте без козлов. Я извиняюсь, вот туда надо смотреть, а тогда это факты. Понимаете, тогда это факты. Все, они работают, они питаются с этих демократических институтов и прекрасно несут трэш, который нравится людям. Потому что, я вам сейчас скажу, вы будете смеяться. Вот я сейчас нахожусь в маленьком городке, Ньютаун, такой выше среднего люди живут. И бабушки выходят, и тут почти черных нет. А они выходят с плакатами Black Lives Matter. Все, конец. Цитаты. Я скажу два слова. Значит, Андрей Андреевич Николай, Андрей Андреевич Пенковский, вот, коммунист старой закваски, вот, скоро отпразднует 20-летие, у него будет скоро юбилейная дата, 20 лет тому назад он сделал прогноз о том, что Путина больше не будет. Значит, и все остальное вы уже за меня сказали, вот, но он есть, он никуда не денется, это вот
то, о чем мы с Игорем говорили, это вот те люди, которые, в общем-то, являются оплотом, к сожалению, этой партии. И больше всего мне в Андрея Андреевича не понравилось, что он совсем недавно очень гадко высказался об Эшли Бэббит. Наверное, слышали. Это вот женщина, ветеран вооруженных сил, которая погибла 6 января. В общем, совершенно вот в таком вот именно как гопник он высказался. Ладно, пусть это будет на его совести. Я очень рад тому, что Юра Табах вот очень хорошо его подправил и высказался по этому поводу. Ну и потом мы учтем и то обстоятельство, что многие из этих людей, они, в общем-то, в Америке находятся, но у них в кармане российский паспорт. И по большому счету, я считаю, мы здесь, сидя, стараемся очень корректно обсуждать даже те какие-то негатив, которые мы имеем в данном случае к агрессору, к России и так далее. Мы здесь находимся, там есть внутри люди, которым виднее что-то, да, которые находятся вот, или тот же Юра Табах, сейчас вот мы с ним делали передачу, он сейчас в Киеве, он видит своими глазами, он может об этом рассказывать. И поэтому доверие вызывает больше те люди, которые говорят фактами, которые непосредственно находятся на месте событий, которые умеют анализировать и так далее, и так далее. То есть, а в данном случае мы уже подошли к концу нашей программы. Я был рад встрече с Денисом Спектором. Взаимно. Уже очный, и я думаю, что вам тоже было интересно. Друзья, до новых встреч. Не забывайте про те же лайки, не забывайте про перепосты. И делитесь с нашей информацией со своими друзьями. Впереди ноябрь. Не забывайте об этом тоже. Всего доброго. Спасибо, Игорь, спасибо, Дионис. И до следующей встречи. Спасибо. Спасибо большое.